Всем привет, меня зовут Сергей Нео, и вы на канале Не Ноль. Совсем недавно, лет 10-15 назад, если бы меня кто спросил, какой интеркулер поставить на турбовую машину, я бы без всяких сомнений поставил вот такой вот интеркулер, соточку толщиной, 76 диаметр 3-дюймовый и максимально возможная площадь. Но хорошо, что эра гигантомании уже прошла, и мы сегодня будем ставить на вот этот вот Eclipse второго поколения, тот Eclipse, который я поставил, твин-турбовый V6, мотор 6А13, а от Mitsubishi Galant VR4, ну или он же Legnum. Вот теперь мы дошли до практически крайней системы перед его финальной сборкой. Это система впуска и установка интеркулера. Но говорят, что интеркулера много не бывает. Вот это как раз реальный интеркулер, который стоял на моей машине как раз несколько лет тому назад. Но сейчас мы будем ставить несколько иные железки. У меня есть несколько замороченных планов, как на эту машину построить очень интересный и производительный впуск. Но прежде чем я заеду на этой машине в бокс и начну пилить железки, надо сказать, что обвес на ней останется тот же. Тот самый обвес, который стоял в первой серии, тот обвес, в котором мы ее приобрели. На мой взгляд, самый удачный обвес был как раз у второго поколения Eclipse в его рестайлинге. И это как бы признанная норма эталона этого обвеса для этой модели. Любые модификации, да, конечно, там делают его более игрушечным, более спортивным, но вот гармоничность рестайлингового обвеса еще никто не победил. Ну а как вы считаете, какой обвес надо ставить на Eclipse? Ну, конечно, на второй Eclipse, хотя, в принципе, интересно по всем моделям Eclipse. Считаете вообще, что модификация вот внешнего вида нужна на этих машинах или их хорошо выпускали с завода? Напишите в комментариях. А форма переднего бампера мне сейчас очень важна, потому что мне надо знать, какие размеры будут вот у этого заборника воздуха. Потому что именно он является тем отверстием в мир интеркулера и радиатора. Радиатор, кстати, тоже, я надеюсь, что я сегодня поставлю более производительный, тот самый алюминиевый, который я показывал, его модифицирую. Кстати, кому интересны подробности модификации системы охлаждения, то на примере Тибурона, на таком же моторе, я недавно показывал это видео. Посмотрите, в описании находится на него ссылка. Ну а так, эта машина в полностью исправном рабочем состоянии. Единственное, что, конечно, она сейчас полностью атмосферная. То есть турбины сейчас не подключены никуда. Впуск МАФ надет прямо на дроссель. И она заводится и ездит. Но ездит как нормальная атмосферная машина с V6 мотором. Вполне себе тянет. Так что в бокс я на ней смогу заехать. Вот она завелась с полтычка, и теперь надо продолжить работы уже в боксе. Поехали! Ну и теперь, я думаю, надо послушать последний раз этот звук без пшикания перепускных клапанов. А перед тем, как начать выдумывать свою впускную систему, надо посмотреть, что же было изначально на этой машине, для того, чтобы хотя бы сделать не хуже. Вот эта турбина TD03, одна и вторая, такие же, как стоят на нашем моторе 6А13. Это часть впускной системы подачи воздуха от фильтра до задней турбины, это до ближней турбины. Вот эта рогатина, которая вверху соединяет два выхода из турбин. Ой, сейчас все упадет. И вот это, конечно, не оригинальный впуск, это тюнячка, которая досталась с Legnum. Это впуск G-Ready. И
алюминиевый впуск, наверное, брендовый, потому что пришел вот такой вот с Японии. И вот такой вот фронтальный интеркулер, тоже уже не оригинальный от VR4, стоял на нашем Легнуме. Ну, кстати, для сравнения, вот так вот выглядит оригинальный интеркулер от VR4. И впоследствии мы к нему еще, конечно же, вернемся. Ну, а пока я хочу собрать все это в макет, чтобы было понятно, как проходили все трассы впускные, проход через интеркулер. Ну, и тогда можно было понять, что с ним дальше делать. Сука, все упало. Ну вот теперь видна принципиальная геометрия всего впуска на VR4. Вот из первой турбины, с ближней, воздух выходит и соединяется со второй турбиной, вот в этом Y-пайпе. Потом он проходит до интеркулера, в данном случае вот этого фронтальника, ну в оригинале то же самое. И выходит из него, проходит до перепускного клапана, в данном случае здесь стоит байпас, но мог стоять и БУОВ. Ну и дальше трубка уходит на дроссель. Геометрия здесь немножко нарушена, здесь еще, скорее всего, одна трубка, потому что дроссель находится чуть дальше. Также система подачи воздуха на турбины, вот она соединена, штатные трубки, сюда приходит МАФ и фильтр. И, соответственно, две трубы соединяют обе турбины. И получается вся впускная система VR4, он же Legnum 6A13 Twin Turbo. Что же я хочу сейчас с этим всем сотворить? Ну, в первую очередь, все делают вот эту рогатину, этот Y-пайп. Я хочу от него избавиться. Мне кажется, что это очень неоптимально использовать пространство машины, потому что у нас получается... Под капотом этот Y-пайп выглядит вот так. То есть через весь мотор с обеих турбин проходит патрубки, уходит вниз и уходит сюда на фронтальный интеркулер. Мне кажется, было бы оптимальным развернуть этих оба патрубка с турбин и провести по стороне, где уже будет проходить в обратную сторону пайп на дроссель. Соответственно, мы во много раз укоротим этот путь и выйдем на интеркулер с одной стороны. То есть вход и выход на интеркулер сделать с одной стороны. Это очень сильно укоротит все пайпы. Ну и, соответственно, конечно, усложнит всю систему постройки этого проекта. Но если с принципиальной схемой размещения пайпов я как-то определился, то из чего делать интеркулер – это большая проблема. Первое, что мне пришло в голову, это взять универсальное ядро и попробовать из него сделать то, что мне нужно. Мы купили обычное китайское ядро интеркулера алюминиевое. Кстати, в продаже их не так уж и много. Забрали практически последние. И я хотел сделать из него интеркулер с входами и выходами, соответственно, сверху и снизу. То есть резервуары для прохождения воздуха поставить сверху и снизу. Для этого планировал разрезать его на 2-3 части, соответственно, состыковать это все. Но в процессе технологически создавать новые заглушки на соты и фрезеровать это все, вытачивать, это станет настолько дорогостоящее, что я отказался от этой идеи. Найти же вертикальные интеркулеры в продаже, ядра под вертикальные интеркулеры за нормальные деньги, я еще раз повторяю, за нормальные деньги, а не за космические, нереально. Также рассматривал вариант взять ядра от 35-го ГТР, и тоже получился ценник не очень-то
подходящий под разумный проект маленького Эклипса. Ну, как чисто теоретически, конечно, хорошие ядра. У него можно было бы использовать. Но, увы и ах, бюджет все равно берет свое. Приходится делать из того, что есть. Другая мысль, которая пришла, поставить все-таки это ядро классически. Сделать, с одной стороны, разделить его на два потока. Один поток в одну сторону, другой поток в другую сторону. Поставить вход и выход с одной стороны, а другую сторону развернуть. И это, в принципе, до сих пор дежурное мое решение. Если у меня не получится все, что я запланировал сотворить из моих других компонентов, то я вернусь именно к этому решению. То есть взять ядро и зациклить его по кругу, сделать входы-выходы с одной стороны. По размерам оно как раз то, что мне надо, то, что лезет в текущий бампер очень хорошо. Ну а теперь то, что я придумал. А придумал я, в принципе, достаточно простое и дешевое решение. Я взял штатный интеркулер от VR4. У него уже сейчас сверху и снизу резервуары, соединяющие потоки впускной и выпускной в интеркулер. И я, в принципе, сделать из него односторонний интеркулер могу в одно движение. Просто перенести, заглушить выход и перенести его на сторону входа. Уже получится зациркулированный интеркулер. Кстати, с очень хорошей производительностью, потому что у него все его пространство, вся его площадь работает именно как вертикальный нормальный интеркулер. Не как вот я хотел сделать на том из ядра. То есть без всякого поворота воздуха за пределами интеркулера. Все будет проходить через него и в нем разворачиваться. Но проблема для моего проекта в том, что, да и, в общем-то, наверное, обладатели VR4 неспроста меняют эти интеркулеры на тюнячие. Он достаточно короткий, у него достаточно маленькая площадь, и он покроет лишь процентов, наверное, 60 площади моего бампера, моего входного забрала в бампере. Поэтому я решил пойти дальше и взять два интеркулера от VR4 и соединить их между собой. Получится один очень длинный интеркулер от VR4, у которого вход и выход находятся с одной стороны. Ну, кстати, никто не мешает их расположить с разных сторон, но для моей задумки с одной стороны. Ну и тут я хочу выразить огромную благодарность ребятам с VR4 клуба, потому что лишь благодаря их отзывчивости и пониманию моих интересных замысловатых проектов, они нашли мне вот эти бэушные интеркулеры, нашли их по приятной цене, не так, как их продают барыги. Поэтому огромное спасибо ребятам из-под Москвы, из Курска, из Нижнего Новгорода, в общем, всему VR4 клубу за их отзывчивость. Это один из тех клубов, один из тех форумов, на котором реально люди понимают, что пишут, и у них машины реально людей, которые что-то строят сами. Так что большой вам респект. Переходите на VR4 клуб, там очень интересно. Я взял, конечно, не идеальные интеркулеры. В каждом есть свой косячок, но зато цена у них приятная. Вот что-то подмято. Для меня, опять-таки, не критично. Этот выход я отрежу. У другого вот где-то тоже течь, что не самое важное. Что я хочу с ними сейчас сделать? Состыковывать полностью всю их поверхность я не буду. Это будет перебор по моей длине бамперу. Я где-то процентов по 30 с каждого отрежу и попробую сделать между ними стыковку. То есть их сварить. Не знаю, что из этого получится и как. Делаю я это первый раз. Насколько здесь отзывчивый алюминий, насколько он тонкий, насколько я смогу умудриться его заварить. Сейчас вы все это увидите. Интеркулер отмылся. В очередной раз помогла химоза от Камели. Я как-то соберусь и расскажу про эти баллончики. Ну а сейчас самое печальное. Я его разрежу.
Ну вот так выглядит интеркулер внутри. Я не думаю, что кто-то когда-то до меня его разрезал. Наверное, никакой нужды для этого не было. Но вот у меня она есть, и теперь можно подумать, что с этим делать. Вот торец, 2 резервуара и посередине сам радиатор. Вторая часть ровно такая же. Я его разрезал сейчас по смятой части, но чтобы у меня был запас еще порезать несколько раз. Ну и сижу я теперь здесь уже целую неделю с этим распиленным вдоль и поперек интеркулером. И чем больше я на него смотрю, тем больше приходит у меня идей, что с ним можно сделать. И тем больше я не понимаю, что я буду делать. У меня есть очень много вариантов, как устроить как сделать этот впуск. Но выбрать какой-то из них определенный я не могу. Сейчас расскажу по очереди, что получается у меня с этой системой в моей голове. Но прежде всего, перед тем, как начать что-то примерять, пришлось подсобрать эту машинку, и он наконец-то похож на Eclipse G2. Что делает Eclipse Eclipse? Это, наверное, передние фары. Этот убогий бампер даже не испортит вид. Я поставил тут алюминиевый радиатор. Это радиатор от Subaru. Встал он идеально. Единственное, что придется перенести, так это вот эту крышку. Она упирается в капот. И переделать диаметр входных-выходных патрубков. Они на Subaru 38, у нас они 35 мм. Также установил китайское дерьмище в виде вентиляторов на вот таком диффузоре, с которым придется еще долго и долго работать, чтобы это все заработало. Расстояние до мотора, конечно, есть, но оно настолько минимальное, что уж точно с диффузором придется делать какой-то кастом, чтобы хоть как-то вот эти 2 сантиметра сократить и перенести. Но в целом геометрия понятна, что куда идет, тоже понятно. И теперь можно представить, куда вести трубы впуска. Итак, вариант номер 1. Я думаю, самый простой и самый менее замороченный. Это повторить полностью так, как здесь шел впуск на VR4 Гаванти. То есть оставить эту рогатину, может быть, ее перенести чуть по месту, потому что все-таки она мешается для капоту. То есть тут места достаточно, чтобы сделать немножко другие углы, но в целом сохранить такую же геометрию. То есть с одной стороны 2 входа, рогатина, проход вниз, поставить фронтальный интеркулер, который у меня есть, с родными 60-ми диаметрами вперед. Ну и, в общем-то, так же, как и было на Гаванти, вывести все к дросселю тоже примерно по а-ля штатному маршруту. Вариант номер 2 предполагает собой использование тех интеркулеров от VR4 в том или ином виде. Второй и третий вариант будет использовать эти интеркулеры. Это самый, пожалуй, замороченный вариант, самый трудоемкий в его производстве, но, по-моему, что второй, что третий вариант самый производительный и самый оптимальный. Во втором варианте я хочу вывести из турбин пайпы в другую от штатного сторону, то есть в сторону коробки, пройти вот здесь вдоль мотора, точнее поперек получается, вывести вторую турбину тоже в этот пайп, поставить здесь соединение в виде Y-пайпа и общим уже пайпом увести в практически штатную сторону интеркулера. Здесь как раз поставить интеркулер с входом и выходом на одну сторону, то есть завести в него поток и из него выйти и уйти обратно в дроссель. То есть вот здесь по этой стороне пройдут 2 одинаковые практически по диаметру трубы. Ну, нет, разные. У этой турбины будет маленькая, у впуска большая, почти 70 мм, потому что дроссель у нас 70 мм. Что в этом варианте мне нравится или не нравится вообще, в чем он так сложен? В том, что мне придется разрезать 2 таких интеркулера, ну, вот как я порезал уже один, и
состыковать их. То есть сварить их в единое целое, получится один большой интеркулер. Вот обварить их вот здесь по месту прохода этого резервуара. Но при этом здесь проблема в чем? В том, что диаметры входа и выхода у стокового интеркулера от VR4 54 мм. На 2 турбины в нашем варианте было бы неплохо его расширить хотя бы до 60, так как сделан утюнячих и ровно такой, как выход на родной рогатине. То есть заводской выход здесь 60 мм, а вход в интеркулер 54 мм. Не понимаю, почему. Как такое можно было придумать. Поэтому вход и выход я хочу заменить, ну, точнее расширить на трубу примерно 63, а может быть и 70 мм. То есть в интеркулере, где идет вот этот верхний резервуар, его разрезать, трубу разрезать, вварить сюда больше диаметра трубы, ну и, соответственно, получится такой большой выход, но только это будет находиться внутри. Заморочка? Да, заморочка конкретная. Как варится этот интеркулер, я еще не знаю. Он не варен, он как прессован, наверное. И металл здесь очень тоненький, миллиметровый алюминий. Металл старый, промасленный. Как это все будет вариться, вообще не представляю. Я думаю, что очень сложно. Поэтому заморочек очень много. Но при этом у меня получится на одной стороне и вход, и выход большего диаметра. И я смогу спокойно завести и вывести пайпы с одной стороны. Ну а теперь третий вариант моих выдумок – это расположить дальний пайп в целом практически классический, то есть вывести его из турбины там, где идет и заводской пайп, провести его в одиночку в сторону интеркулера, увести вниз, провести в сторону интеркулера и завести в интеркулер. Пайп от ближней турбины также по другой стороне провести вокруг и завести тоже в интеркулер. И теперь возникает резонный вопрос. Если я заведу в один интеркулер с 2 турбин с разных сторон потоки, то где они выйдут? И здесь я хочу сделать еще одну большую модификацию вот этих интеркулеров. Я хочу их не сварить вместе, то есть не продолжать их как одно целое, а состыковать у них только ту часть, нижнюю часть, по которой будет выход. Верхние части друг от друга будут отделены. То есть они будут упираться в друг друга своими обратными сторонами. Вот так. То есть что здесь будет тупик. А вот нижняя часть будет соединена. Получится с этой стороны вход, с этой стороны вход и с нижней стороны один выход. То есть с одной турбины поток заходит с правой стороны интеркулера, проходит интеркулер, опускается вниз, смешивается с нижним выходным потоком. С правого интеркулера все то же самое, заходит поток во вход, проходит интеркулер, опускается и уже в общий танк, в нижний резервуар, оба потока смешиваются и выходит. Этот вариант мне, конечно, нравится больше всего. Он самый оптимальный по прохождению потока через интеркулер. Единственное, бы турбинки сюда были бы чуть-чуть побольше, было вообще никаких у меня даже вопросов не возникало по поводу применения такого способа. Он очень заморочный. Здесь, хотя в отличие от предыдущего варианта, придется переваривать только лишь одну часть этого интеркулера, то есть общий резервуар вот этот расширять. Входные резервуары расширять не придется, потому что диаметр и так маленький, и подводить оба потока от каждой из турбин придется еще даже меньшим сечением, чем сейчас в интеркулере. То есть сюда придет максимум, наверное, либо 48-й диаметр, либо 50-й, а то и вообще 46-й какой-нибудь. То есть он пройдет внутрь туда. Его можно будет даже завести чуть подальше, для того, чтобы поток распределялся более правильно. При этом воздух будет проходить через весь интеркулер. Середина будет хорошо работать, в отличие от длинного интеркулера с предыдущего варианта. Пайпы каждый отдельно будет хорошо распределен. Но смущает меня во всем этом эта длина трассы. Учитывая, что в оригинале у нас 2 трассы идут и смешиваются, выходит из турбины вообще 32-м, что ли, сечением, 32 мм, потом увеличиваются до 40, а потом переходит почти в 48, ну, практически 50 эта труба, потом странные соединения, и вся эта 50-я соединяется с 2 50-х труб в 60-ю. Почему такие заморочки с диаметрами?
Да потому что от диаметра пайпа и от его протяженности зависит вообще вся работа турбосистемы. Чем меньше диаметр пайпа, чем короче этот пайп, тем меньше объем нашей впускной системы, и тем быстрее воздух от турбины добирается до мотора. У нас чем больше воздуха мы прокачаем через турбину, тем больше попадет его в мотор, тем больше мы можем подать бензина, и, соответственно, тем более мощный мотор получится у нас в итоге. Но не все так просто. Если мы задушим выход из турбины, то турбине будет тяжело качать воздух. Она и так его сжимает, и сжатый воздух, нагретый воздух, он пытается расшириться, ему некуда. Это определенная затрата энергии, которая, конечно, падает на плечи турбины. Поэтому если поставить большой диаметр, поток остановится, поток замедлится, пока он будет набирать этот объем. И если выбрать маленький диаметр, то поток тоже будет упираться, ему будет трудно проходить, но скорость потока будет быстрее. Соответственно, между этими параметрами приходится варьировать. Надо выбрать что-то оптимальное для того, чтобы отклик нашей турбосистемы был приятный. Маленькие турбины, они созданы именно для того, чтобы раньше спулиться. Соответственно, по диаметрам я могу один пайп провести чуть ли не 40-м диаметром через всю площадь до входа сюда. Здесь можно его чуть подрасширить для штатных 48-50 и, в принципе, в этом сделать небольшую универсальность системы. Этот пайп также будет тонкий, соединяться будет вот здесь с интеркулером. Ну, а выход, опять-таки, классический, так как и в предыдущем варианте, уйдет на дроссель с 70-м диаметром. То есть второй и третий вариант, они, конечно, похожи, и модификации интеркулера в них очень похожи, но достаточно трудоемки. Ну и четвертый вариант, который, мне кажется, конечно, самый красивый, самый технологичный, но при этом, наверное, самый дорогой. Это поставить интеркулер с вода-воздух. То есть, если у нас до этого все системы были задуманы как воздух-воздух, то здесь вода-воздух. У нас по каналам воздушным проходит воздух, а по каналам, где на фронтальнике продувается радиатор, здесь радиатор с водяным охлаждением. Он компактный, он производительный и, в принципе, сюда неплохо влезает. Да, конечно, нам придется в любом случае совместить два потока с двух турбин, но здесь пайпы вообще уже получаются очень короткими. Они проходят от ближней турбины, вот вход в интеркулер, от дальней турбины вход в разворот интеркулер, и от интеркулера до дросселя вообще пайп несколько сантиметров. Все очень красиво. Место под этот интеркулер здесь замечательное прям есть, где стоял раньше аккумулятор. Аккумулятор будет в багажнике, поэтому размещается он идеальнейшим образом. Конечно, для его работы нужен будет еще один дополнительный радиатор. Радиатор, который будет охлаждать воду. Этот радиатор поменьше габаритами, размещается он прекрасно, как фронтальный интеркулер. К нему подводятся два шланга, ставится электропомпа, и она качает воду. Можно, кстати, засыпать лед, тогда жидкость будет еще более холодная, и производительность этого интеркулера возрастет в разы. Система с жидкостным охлаждением интеркулера, в принципе, наверное, самый замечательный, самый лучший вариант, но, наверное, самый дорогостоящий. Сам интеркулер стоит немало денег, к нему помпа, бачок, расширительный, радиатор дополнительный. Ну, то есть много разных компонентов, которые надо для его работы. Зато воздух будет холодный прямо на холостых оборотах, в отличие от фронтальника. Фронтальник более производительно охлаждает воздух при движении, а это, учитывая, что у нас маленькие турбины, в принципе, работа их похожа на работу компрессора, а компрессоры зачастую именно охлаждаются вот такими водяными интеркулерами. Так что это вариант идеальный для нашей системы, но я говорю, что он дорогой. Ну и, конечно, пайпы. Пайпы в случае с интеркулером с водяным охлаждением, они просто коротюсенькие, отклик турбосистема будет самый лучший, моментальный. На маленьких турбинах, еще раз говорю, это просто бомба. Ну вот теперь, надеюсь, понятно, почему я сижу здесь неделю и думаю над всеми этими вариантами. Потому что в каждом из них есть свои нюансы, в каждом из них есть определенный интерес.
То есть сделать интеркулер, ну, в общем-то, по типу там тех же ГТРовских, из двух интеркулеров, направленных навстречу друг другу. Был бы здесь поперечный мотор, был бы здесь продольный мотор, бы вообще никаких проблем не было. Равные пайпы, все красиво, все разместилось идеально. Но вот с таким расположением, как ни крути, с пайпами приходится что-то решать. С их длиной, с их диаметром. И вот при этом у меня возникает такой вопрос. Я давно хотел сделать, в частности, этот проект достаточно интерактивным, чтобы зрители участвовали в его построении. И вот тут как раз тот момент, когда мы можем это очень легко осуществить. Давайте выберем из этих 4 систем. Напоминаю, первая, как классическая, с обычным фронтальным интеркулером, с проходом, с классическим построением через одну сторону, соединением и выходом на другую сторону. Вторая, с переделанным интеркулером из VR4, с вот этим обрезанным и наращенным до длинного состояния интеркулером, с пайпами, входом и выходом с одной стороны и разворотом всех этих пайпов на одну сторону. Третий вариант. Это вариант, похожий на второй, тем, что в нем тоже придется модифицировать интеркулер, но 2 интеркулера мы соединим не полностью, а поставим друг к другу торцами, и потоки не будут перемешиваться на входе, а будут перемешиваться только на выходе. Отличное смешение потоков, отличный ламинарный поток, который спустится с 2 интеркулеров, я думаю, прекрасно смешается на выходе. Ну и, соответственно, третий вариант – это установка водяного интеркулера. По красоте технологично, но дорого. А теперь пишите в комментариях, какой вариант вы выберете. И в следующий раз я начну строить именно этот вариант на большинство голосов, за который вы проголосуете. Вот такой будет у нас интерактив. Да, эта серия впервые закончится не какой-то готовой работой, а вопросом. Я думаю, что это даст свои плюсы и минусы в нашем взаимном общении. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, не забывайте про спонсорство и другие донаты, которые помогут развиться моему каналу. Самое главное, репостите мои видосы своим друзьям и знакомым. Продвижение – это самое главное, что нужно для жизни ютубера. Всем удачи, всем пока.